Ну вот про зарядки GAN простые вы слышали, про нексодовые, да? А вот нексодовые пауэрбанки с очень быстрой зарядкой, я вот первый раз их в руках держу, и, наверное, вы тоже слышите про них первый раз, потому что это у нас серия пауэрбанков от Ugreen, при этом честных пауэрбанков с очень быстрой зарядкой. Например, вот этот вот большой, это 25 тысяч мА на 200 Вт мощности зарядки, да, при этом 65 входная, 200 суммарная выходная. Это у нас средний вариант, 100 ваттный на 20 тысяч мА. И вот, пожалуйста, у нас есть вот такой вот малыш на 12 тысяч мА. Вот такой вот тоже 65 тысяч вход, 100 ватт выход от Ugreen. Классные зарядки. Сразу говорю, очень интересный момент. Вот это даже поддерживает Power Delivery 3.1, 140 ватт. Одномоментно может заряжать внешние устройства. При том, что кроме того, что быстро они заряжаются, быстро разряжаются, у них есть вот эти вот самые пресловутые нексодовые, ну как у всех нексодовых зарядников, уровни и степени защиты. Просто нереально классные. Да и стоят они в принципе адекватных денег, учитывая то, что это еще и бренд Ugreen. Что мы сегодня делаем? Мы с вами сейчас идем, смотрим, что нам пишет производитель, и смотрим наши тесты. Мы их протестировали вдоль и поперек. И разряжали, и заряжали, и замеряли емкость заряда, емкость разряда, и мощности заряда, разряда. Поэтому вот сейчас мы с вами уже сложим на этом мнение, а потом мы вернемся, посмотрим комплектность и посмотрим, какие стандарты быстрой зарядки поддерживает каждая из этих вот малышек. Поэтому на канале Технозон подписываемся. Поехали! И смотрите, есть он в трех вариантах, как я уже говорил, прямо на AliExpress. При этом цена очень интересная. Вот этот вот 12 тысяч мА 100 ваттный стоит $41. При этом можно купить, вот смотрите, 20 тысяч мА с зарядками. То есть у нас вот есть 12-ка стандартная, есть 20-ка 100 ваттная с зарядкой. Ну и больше тут ничего нет на этой страничке, потому что у меня есть разные странички. Теперь... Вот есть у нас 12-ка базовая, 20-ка по другой чуть цене с разными типами зарядки. Кстати, видите, вот с европейской можно брать 65-ваттной, югриновской. Это, кстати, вот сразу советую брать в таком варианте. Ну и, конечно же, самый топ у нас идет 200-ватточка, $61. Можно брать тоже с кабелем, можно брать с зарядкой, чехольчиком. Ну, они все с кабелем идут, кстати. Есть еще вариант 20-ка на 130 ватт. У меня такой нет. Я ее прошляпил, я хотел купить и ее тоже. Именно в таком формате. Но я вот сразу увидел, купил, заказал, купил, а потом уже увидел, уже когда они все три пришли ко мне, что есть еще 130 ваттка. Ну да ладно, будем знать, все 4 варианта в описании под видео, как бы будете уже там сами смотреть, то есть ссылки на проверенных продавцов, это на официальный Ugreen, то есть там смотрите. Теперь смотрим, что они нам заявляются, и уже будем разбирать по нашим тестам, потому что тесты мы провели, ну, сумасшедшие на самом-то деле. Итак, вот они все три. Есть 12, 20 и 25, ну здесь 130. В принципе, тут есть базовые размеры, которые мне не очень интересны, и есть у нас тут описание. Из описаний, ну как видите сразу такое, 5 и 2 раза iPhone 15 зарядить, это настолько вообще ни о чем, потому что считать пауэрбанки нужно конкретно по ватт-часам. Все остальные заявления о том, что здесь там 25, можно написать хоть 150 миллионов миллиампер, но при разном типе зарядки, например, быстрая, вот медленная, либо при разном вольтаже, они будут показывать разную емкость в миллиамперах, но при этом будут показывать одинаковую емкость в ватт-часах. Это база в принципе. Есть поддержка Power Delivery 3.1, как они заявляют, Smart TFT дисплей 1,54 дюйма. И тут пошло уже там и про эмоции показывают. Кстати, вот, пожалуйста, мы снимали эмоции. То же самое, ну вот, например, на маленьком есть вот такие вот эмоции, на большом сейчас покажу. Вот, смотрите, когда разряжается большой,
то вот такие вот эмоции у него появляются. Это конечно, прикольно. То есть, это Югрин, конечно, заморочился. Ну, про вот эти вот моменты того, как они заряжаются, разряжаются, мы с вами сейчас еще посмотрим. Посмотрим обязательно. Нас интересует, вот, кстати, 3 эмоции есть. Нас интересует расписание портов и реальная емкость. C1 на output 140 Вт, C2 100 Вт и output A 22,5 Вт. То, что 22,5 Ватта это честно, это факт. А вот соточку мы проверяли. Вот, пожалуйста, он у нас больше 100 Вт тянет. К сожалению, у меня нет нагрузки Power Delivery 3.1. Хотя и есть зарядник, ой, не зарядник, есть тестер, к сожалению. Но больше 100 Вт он железно вытягивает. Вы это тоже видите. Кстати, 140 Вт это хорошо для MacBook. Больше я нигде Power Delivery 3.1 пока не видел. Но сам факт того, что он это делает, это факт. Теперь, ну, по поводу Power Delivery 3.1 они здесь расписали. По поводу выхода двойного по 100 Вт. Вот это вообще топ. Я вам серьезно говорю. Это прям классно. Ну, во-первых, давайте так, это нексодовые зарядники. То есть это пауэрбанки GAN. Я вообще такое первый раз вижу и первый раз тестирую. По расписанию однопортовый выход 140 Вт, сотка и 22,5. Двухпортовый. Если два порта 2 по 100, если два порта с Type A 140 и получается 22,5 и Out 2 и Out 3 у нас по 20 Вт. Ну, есть как есть. А если конкретно у нас взять и сделать трехпортовый, то первый Out 1 у нас 140 и два вторых по 20 Вт. Опять же, есть как есть. Теперь зарядка 65 Вт. Давайте сразу, я вам показываю. Сейчас мы вам покажем. Пожалуйста, 65 Вт он заряжается от нашего зарядника GAN. 65 спокойненько заливает, нечего делать. По поводу всех вот этих вот протоколов быстрой зарядки мы сейчас с вами будем проверять. Подходит для различных планшетов, смартфонов, поддерживает практически все типы быстрой зарядки. И как они пишут, что типа подходит для полетов, но извините меня, здесь у нас 90 Вт-час по факту. Видите, вот видите, 90 Вт-час. То есть вроде бы как можно в самолет брать, потому что в самолет до 100 Вт. И тут они нам показывают, что у нас батарейки вот эти 21700 такие же, как в Tesla Model 3. Не знаю, для чего они это показали, но как минимум 1000 зарядов до падения емкости до 80%, до деградации. Есть защита от перегрева, есть защита от короткого замыкания. Кстати, там есть чип, который 200 раз в секунду сканирует все вот эти вот моменты безопасности. И смотрите, тут 13-слойная защита от высокой температуры, от перезаряда, от короткого замыкания, от отключения, от высокого напряжения, от высокого исходящего напряжения, низкой температуры, от перезаряда, от овервольтажа. Короче, тут просто жесть, я вам говорю. Теперь еще, ну вот они все это расписали так красиво. Так. Тут они нам показывают варианты использования, тут они нам показывают ее расписание. 608 грамм весит. А тут вот, если брать 100-ваттную на 12 ампер, на 12 тысяч миллиампер и 20 тысяч миллиампер, я предлагаю тоже посмотреть, что у нас тут есть. Power Delivery 3.0 100 ваттка, само собой никсодовая. И все то же самое. Есть эмоции, кстати. Вот как они выглядят. 100-ваттный Power Delivery, я сейчас вам покажу. Вот даже самая маленькая, мы стартовали, когда разрядку, мы достигали, сейчас я вам покажу, как мы достигли здесь, пожалуйста, 88, 90, 100 Вт он спокойно тягает, то есть маленькая вот эта вот зарядочка, маленький Powerbank, он спокойно вытягивает 100 Вт. То есть любой из этих зарядников вытягивает 100 Вт, только большой еще и Power Delivery 3.1 поддерживает. Теперь по расписанию, один порт 100 Вт, второй порт 22,5, двухпортовая по 10 Вт. Тут ушупс, и цена чуть другая. Подходит опять же для всего и заряжается 65 Вт. Теперь я вам показываю, пожалуйста, вот зарядка малышей. 62-63 Вт, но учитывая 63 Вт, учитывая то, что через тестер, конечно же, у нас есть потеря, но он спокойно берет 65 Вт, это честные, то есть мы даже заморочились, через тестер зарядили до полного заряда. Сейчас будем обсуждать именно уже результаты.
Опять те же самые системы защиты все, это все красиво. И тут мы уже доходим с вами до того, что все вот эти батарейки, они имеют одинаковые интерфейсы практически, кроме того, что в 20 тысяч мАh и 12 тысяч мАh есть у нас чуть другой экранчик и 100 Вт всего лишь на выход. На вход все три 65 Вт берут, это достаточно быстро. Итак, теперь по результатам. Здесь мы стартуем разряд большой батареи, как бы мы стартовали, включили обязательно на Power Delivery и проверили именно емкость полную на разряд и на заряд. То есть мы здесь стартанули, довели его, разряжали, заряжали на быстро, довели до 100, больше чем 100 Вт, грубо говоря. И в результате разряда большой батареи мы, минус вот эти вот все, минус все потери, мы получили 77 Вт. 77 при 90, но мы же должны понимать, что 90 это, если учитывать, я вам сейчас расскажу, как это у нас дело происходит. Это емкость внутренняя и емкость внешняя. Емкость внутренняя у нас 92 и, по сути, 25 ампер-часов, это при 3,7 вольт, это 92,5 ватт. Они хотя пишут 90, и, грубо говоря, при стандартной конвертации есть у нас коэффициент КПД преобразования примерно 75-76%, и минимально она должна быть 70 ватт-часов. У нас КПД даже выше, то есть у нас здесь 77 ватт-часов на разряд. На заряд она должна взять чуть другой показатель. То есть КПД выше и составил 77 ватт-часов. Это реальная выходная емкость считается. Есть такое понятие емкость по батарее внутренняя, которая считается по 3,7 ампер-часов, по 3,7 вольт. И есть реальная выходная емкость. Все супер, это действительно классный показатель. По результату зарядки большого он взял 87,8 ватт-часов. То есть практически около 90, минус потери через тот же самый тестер, мы имеем дело с вами с честной батареей. То есть на внутреннюю зарядку он взял почти 90 ампер, мы и будем считать 90 ампер-часов, то есть это честные 25 тысяч миллиампер. Супер, все, мы проверили, емкость есть, все остальные тесты по нему, по стандартам быстрой зарядки мы сейчас проверим. По средней батарее у нас получилось 57 ватт-часов разряд, смотрим, то есть я вам объяснил уже принцип. И по заряду он взял 68, мы дотягивали 67, грубо говоря. То есть мы с вами имеем, сейчас я вам скажу, сколько он должен быть. Они заявляются 70 на внутреннюю емкость, он взял 67, что я охотно верю, очень даже неплохой результат. И 57 ватт-часов он взял на разряд, то есть это выходная с учетом КПД. КПД получился больше 75%, просто суперовый результат, то есть был минимальный, который он должен был показать, это 55,5 ватт-часов. Идеально, мы получили больше, то есть это честные 20 тысяч мАч внутренней емкости, не путайте, пожалуйста. Ну и результат зарядки маленький, у нас получился 47 ватт-часов, должен был быть под 45, мы получили 47, я думаю, что они там либо какой-то запас, в общем-то внутренняя емкость честная, выходная должна быть расчет на 33,3. Ну и результат разрядки 36 ватт-часов, а должен быть 33,3. То есть отличные батареи по емкости, вопросов к данным зарядникам нет. Вернее, к данным пауэрбанкам. Ребят, ссылки в описании под видео, подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы пошли с вами сейчас на тестовый стенд и посмотрим их стандарты быстрой зарядочки. Так, посмотрели? Давайте теперь посмотрим комплектность. Каждая из этих, лисичка, давай сюда. Каждая из этих зарядок имеет вот такой вот кабель. То есть они в кабелях. Вы, конечно же, можете их купить еще и с зарядкой. Я использовал свои ган-зарядники, быстрой зарядки. Больше нам, в принципе, тут смотреть внутри нечего, но сами, смотрите, поближе. Пойдем. У нас есть, вот, пожалуйста, кнопочки. Кнопочки у нас активируют либо дезактивируют, при этом меняют режимы зарядки. Например, если я включу свой смартфон на зарядку сюда, и, лисичка, дай мне еще свой тоже смартфон, мы сейчас два. Так, вот есть лисичкин телефон, смотрите, мы включаем на зарядку один смартфон. Как отображается у нас на экране, я сейчас беру за пример, видно хорошо? Да. Я беру за пример
именно вот этот вот большой, а он у нас заряжен, да, ну, не столь суть важно. Мы видим, что у нас здесь одна полоска, которая показывает, что у нас сейчас на коннекте. Видно? Видно. Но мы можем сюда поставить, например, заряжать вот этот вот малыш, допустим, который нам сейчас покажет там 65 ватт, и подключить к нему еще 2. Пошло заряжать, да? Показывает выходную мощность? Да, 0,62,3. Ну, сейчас посмотрим. 62 ватта он отдает на, вот на этого малыша. Мы можем с вами подключить еще одну зарядку. Допустим, мы можем там заряжать еще Лисичкин смартфон. И мы получим здесь, смотрите, Ой, как 2. Вот так вот. Сколько первый, сколько второй, ну, Лисичка, говори. Первый 20, второй 16,6. Отлично. Теперь мы можем подключить сюда третий. Ну, расписание мы с вами видели. Кстати, смартфон написал «быстрая зарядка». Вот, видите, пишет «быстрая зарядка», то есть все отлично. Теперь мы включаем сюда, например, третье какое-то устройство. Сколько у нас здесь процентов? 100. Ладно, неинтересно. Мы включаем сюда третье устройство, и в расписании мы увидим все 3 устройства. Это очень наглядно, классно показывается. То есть мы видим, сколько вольт, сколько ампер, при этом видим даже синусоиду, ребятки. Синусоиду. Вот эта вот штука. Она невероятна. Она невероятна. Именно с нее мы начнем. Начнем на проверку. А ну, Лисичка, давай сюда. Начнем на проверке стандартов быстрой зарядки. Давайте мы сейчас с вами посмотрим все стандарты, какие он поддерживает. Так, протоколы. Так, проверяем Power Delivery. И мы видим, что у нас поддерживается Power Delivery 3.1. Видите, 28 вольт, 3 ампера. Пожалуйста. 3.1 он может сюда выдавать. 140 ватт. Блин, да какого черта? Блин, некоторые нормальные зарядники не выдают такого. Как так можно? Ну, давайте на автодетекте посмотрим все, что у него есть. Это вообще просто интересно даже будет. Смотрим. Кстати, ссылочку на вот такой вот тестер размещу в описании под видео. Он поддерживает даже Power Delivery 3.1, полный детект. Очень крутая вещь, одна из самых крутых, которые есть сейчас на рынке. Ждем Power Delivery 3.0, PPSQ, не-не-не, никуда не гаснем, ждем DCP. Так, мы увидели Power Delivery 3.1, а теперь мы с вами проверим все стандарты, остальные, которые есть, просто там более наглядно, удобно выглядит. Смотрим протокол детекты, пошли 5 вольт. 0,5 ампера, потом DCP 5 вольт 1,5 ампера, AFC нет, FCP нет, SCP Quick Charge тут нет, это именно на Out 1, И есть Power Delivery 3, самый обыкновенный, кроме 3.1 еще 100 ваттный. Теперь включаем первый порт, давайте, протокол Detection, смотрим. Мы видим, что на Out 2 у нас есть еще Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Это прикольно. И смотрим тот же самый Power Delivery здесь есть на 105 ватт. Хорошо. Теперь мы с вами проверим Type A. Ну, мы, в принципе, можем его и так проверить, не морочиться, ничего не подключать отдельно. Давайте протокол Detection на Type A. Смотрим. О, здесь уже есть AFC для Samsung 12 вольт. Есть SCP 23 ватта, 12 вольт Quick Charge, Quick Charge 2, Quick Charge 3. Ну, само собой, на Type A Power Delivery не бывает. Отличный зарядник, здесь мы подтверждаем. В маленьких, когда вы заряжаетесь, допустим, от маленького зарядника, здесь такое же расписание, как у большого, просто экран чуть-чуть другой. Надо было 130-ваттный еще купить, да? Как-то мы прогнали с тобой чуть-чуть. Я его не заметил вообще, честно говоря. Вот, пошла быстрая зарядочка. То есть здесь у нас индикация просто вот такого вот уровня. То есть он показывает какое-то переключение, ничего нам не дает. То есть мы можем только на 5 включить эмоции. Когда 5 раз клацнем. Анимашка самих циферок может. Ну да, анимашка самих циферок, если задержать, то есть он будет анимировать просто-напросто циферки. Ну, вот такое вот, знаете, баловство какое-то, знаете. Хотя это прикольно. Но давайте стандарты быстрой зарядки проверим. Все-таки мы же с вами для этого здесь собрались. Мы хотим понимать, насколько честные и крутые эти зарядники. Так, DCP есть. А здесь вот прикинь, Samsung HFC есть, Samsung Huawei FCP 40 ватт. Вот и прикол, смотри, SCP есть 40 ватт, 12 вольт в Quick Charge 2, Quick Charge 3
и есть Power Delivery 100 Вт. Ну, а в большом нету, потому что здесь Power Delivery 3.1 реализован. То есть, если я воткну сейчас сюда, то есть вы должны себе выбирать. Либо, если у вас Samsung, то берете вот такой вот поменьше, конечно же. Видите, здесь нету ни AFC на Type-C, вот здесь его перенесли на Type-A. То есть очень удобно. На другом порту, на средней размерной зарядке, смотрим, у нас есть AFC нет, тоже такое, да, вот смотрите, на этом AFC есть, на этом нет, то есть Samsung здесь есть, но обе поддерживают Power Delivery. Ну, смотрим, какой, сейчас моргнет и покажет нам. Ну давай, не стесняйся. Не хочет этот Power Delivery, да? Ну хорошо, у нас есть другой тестер. Тут все же зависит от того, какие протоколы он пытается в себя впихнуть. Мы, как говорится, обладаем всем спектром тестеров совместимых. Мы можем протестировать все, как говорится. Мы готовы к любому развороту событий или повороту. Давайте включаем здесь. Здесь тестер у нас все схавает. Давайте Power Delivery смотрим. Сейчас переткнем его. Ну. Не, вот здесь вот Power Delivery нет. Вот так вот, понял? Понял. Зато есть, скорее всего, Quick Charge. Не, Quick Charge. Не, простая. Она там и была 10 Вт, да? Да. Там и было. Ну, есть как есть. Я показываю вот всю правду. Всю правду показываю. И здесь показываем на Type-A. Давайте посмотрим. Здесь у нас будет Quick Charge. Ну, или не будет. Здесь просто... А, нет, Quick Charge до 12 вольт. Прикинь? То есть и Quick Charge 2, и Quick Charge 3, Samsung AFC 12 вольт, FCP 12 вольт, Huawei SCP 30 Вт. Да ладно, слушайте, МТК PE1, PE2 есть? Нету? Ну давай, есть. Вот тебе и прикол. И самую младшую, давайте вот сейчас по быстрячку мы тестируем и будем уже делать выводы. Power Delivery 100 PPS. Тут все сразу стандартно понятно, по самой младшей. С Quick Charge. Прикинь, какой комбо-порт. С Quick Charge 2, Quick Charge 3, Samsung HFC, вот, кстати, по быстрой зарядке, вот это по комбинации быстрых зарядок, то есть там многопортовость, там пытались Power Delivery 3.1 сунуть, а здесь все впихнули в один. Красавцы такие, знаешь, такие, постарались. Ну и давайте Type-A, здесь, по-моему, самый простой, кстати, по-моему, здесь самый простой Type-A, но сейчас посмотрим. А ну, Quick Charge есть, прикинь. Зараза, 12 вольт. Вот это, конечно, югрины крутые. Все, давай туда дуй, тут мы уже все увидели с тобой. Слушайте, ну реально, вот очень-очень круто. Очень крутые зарядники, они честные по емкости, по скорости зарядки. У нас тут все падает, по скорости зарядки, по мощности. Мы очень сильно их рекомендуем в том плане, что это новое поколение пауэрбэнков, новое поколение чего-то того, чего не делали раньше. 200 Вт пауэрбэнк. Кто раньше делал 200 Вт пауэрбэнк еще и на честную емкость? Power Delivery 3.1? Да никто. Мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.